Поздним осенним вечером подросток по имени Артем возвращался домой по короткой тропинке через пустырь. Он часто выбирал эту дорогу. Здесь было тихо, без машин и суеты. Ветер шуршал сухой травой, небо постепенно темнело, и вокруг стояла почти полная тишина. Вдруг Артем остановился. Ему послышался слабый прерывистый писк. Он нахмурился и прислушался внимательнее. Может, показалось? Но звук повторился. Тонкий, жалобный, такой, что невозможно было пройти мимо. В нем чувствовалась отчаянная просьба о помощи. Раздвинув траву, Артем увидел на земле маленький промокший комок шерсти. Это был щенок, совсем крошечный, дрожащий, перепачканный грязью. Рядом лежал разорванный пакет. Все говорило о том, что малыша просто выбросили, оставив на произвол судьбы. Подросток осторожно поднял щенка. Тот оказался почти невесомым и таким слабым, что даже не пытался сопротивляться. Артем прижал его к груди, стараясь согреть, и поспешил домой. Родители сначала растерялись, но быстро взяли себя в руки. Мама принесла сухое полотенце, отец подогрел молоко, возле печки устроили теплое место. Первые дни были тревожными. Щенок почти не двигался, мало ел и много спал. Артем переживал, часто проверял, дышит ли он. Постепенно состояние малыша стало улучшаться. Дрожь исчезла, дыхание выровнялось, в глазах появился блеск. Он начал вставать на лапы, сначала неуверенно, потом все смелее. Щенка назвали графом за серьезный взгляд и спокойный характер. Прошло несколько лет. Из слабого комочка вырос крепкий, умный и преданный пес. Граф везде сопровождал Артема. На прогулках, на рыбалке, просто во дворе. Он будто чувствовал ответственность за своего хозяина и никогда не отходил далеко. Однажды весной они пошли к реке. Берег после дождя оказался скользким. Артем не удержался и упал в холодную воду. Течение было сильным, а вода ледяной. Паника накрыла мгновенно, силы быстро уходили. Граф среагировал сразу. Он прыгнул в реку и поплыл к Артему. Добравшись до него, пес ухватил зубами за куртку и начал тянуть к берегу. Это было непросто. Течение сопротивлялось, но граф не отпускал. Шаг за шагом, рывок за рывком он подтянул хозяина к мелководью. Выбравшись на берег, Артем долго сидел, обнимая мокрого пса. Сердце колотилось, руки дрожали, но он ясно понимал одно. Тот вечер на пустыре изменил все. Тогда он спас маленького беззащитного щенка, а спустя годы этот щенок спас его. Иногда судьба проверяет нас в мелочах. Услышать тихий писк, остановиться, помочь. Мы не знаем, к чему приведет простой добрый поступок. Но добро всегда возвращается, порой в самый неожиданный момент. Вот такая история о верности и благодарности. Если она тронула вас, поделитесь своим мнением и вспомните. Возможно, именно ваше доброе решение однажды станет для кого-то спасением.